Всем большой привет! В этом ролике покажу пару лебедей на озере. Будет момент взлета со шлепками по воде и брызгами. Сделаю овальную подставку, растущий тростник, залью смолой и установлю пару лебедей на водную гладь. Начну я с тростника. От пышной верхушки, не знаю название какого растения, возьму небольшую веточку, уберу все лишнее, обозначив стебель и оставлю лишь соцветие в виде небольшой метелочки. Из пергаментной бумаги для листьев нарежу тонкие полоски. С помощью суперклея приклеиваю их на стебель. Окрашиваю стебли в зеленый цвет. Теперь буду окрашивать соцветия в фиолетовый цвет. Для этого взял красную и синюю краски. Смешал и добавил охры желтой. Она придает живости и натуральности цвету. Далее я просто обмакаю соцветия в краску и сдуваю лишнее. Приступаю к подставке. Из 3-сантиметрового полистирола вырезал овал 10 на 15. Затем делаю насечки для лучшего сцепления массы, имитирующие дно. Для рельефа дна возьму торфяной брикет. Мелко измельчаю, убираю крупные кусочки. Перемешиваю все с клеем ПВА. И готовую массу наношу на подставку. Пока дно не высохло, высаживаю тростник. Оставляю все это для высыхания. Дно подсохло, но количество тростника мне показалось мало, и для кучности я решил добавить еще растительности, на этот раз соцветия камыша. Отдельные стебельки очень хорошо впишутся. Иглой сделаю отверстие в рельефе и аккуратно вставлю туда стебли. Затем клеем ПВА промажу у основания стеблей. После высыхания окрашу в зеленый цвет. Рельеф дна ничем подкрашивать не буду, так как цвет вполне естественный. Теперь сделаю опалубку под заливку смолой. В избежание протечки промажу все стыки клеем ПВА. Снаружи сделаю то же самое. Все подсохло и теперь можно заливать. Для окрашивания смолы взял жидкую акриловую краску Батик серии Декола, цвет хаки. Краска хорошо растворяется в смоле, и цвет получается очень натуральный для воды в реках, в прудах, озерах. После добавления твердителя еще раз перемешиваю и заливаю сначала тонкий слой, чтобы смола впиталась в рельеф и следующий слой дал меньшую усадку. Пузырьки убираю с помощью зажигалки и пока сохнет, займусь лебедями. По этой понравившейся картинке 3D-модельер смоделировал мне лебедей с моими поправками и корректировками. Далее я получил файлы, и по этим файлам в студии 3D печати мне их распечатали. Детализация достаточно хорошая, перышки, все видно. Масштаб я выбрал 35, размах крыла 7 см. Сделаю небольшую конверсию. Поменяю направление левой лапки, так как этот лебедь будет показан бегущим по воде. После грунтовки окрашиваю фигурки в белый цвет. Темным оттенком выделю перья, нанеся краску в более глубокие части фигурки.
Смола высохла, ничего не протекло. С высотой я переборщил, можно было меньше, чтобы не так был виден переход между слоями. Теперь заливаю второй слой. И под колпак сохнуть. После высыхания убираю малярный скотч. Выравниваю края. 2000-ной шкуркой пройдусь по торцу застывшей смолы. Затем на полистирол наклею малярный скотч, так как далее буду наносить глянцевый акриловый лак из баллончика, который его разъедает. Для того, чтобы сделать брызги, да и на будущее тоже, я приобрел ультрафиолетовый фонарик с длиной волны 395 нанометров с изменяемой фокусировкой. Фокусировка нужна для большей или меньшей площади облучения. Также ультрафиолетовый клей 5 секунд, который действительно полимеризуется за 5 секунд. Удобный маленький дозатор для труднодоступных мест. Выбирая клей, нужно обращать внимание, какая именно длина волны рекомендована для его сушки, иначе затвердевание может быть гораздо дольше. На инструкции написана рекомендованная длина. Беру обычную вату, отрываю небольшой кусочек, на какую-либо поверхность наношу немножко ультрафиолетового клея, полностью промакиваю этот кусок, прикладываю на место. И облучаю. Лебеди были приклеены тоже с помощью пропитанной в клее ваты. Я уже сформировал рябь на воде при помощи моделирующего геля, и такими вот точковыми движениями кистью я делал дорожку, получившуюся от бега лебедей по воде. Миллиметровым шпоном я закрыл пеноплекс. Он очень хорошо гнется и не ломается. Далее шпон покрасил и покрыл глянцевым акриловым лаком. На этом я заканчиваю. Подписывайтесь на канал. Всем вдохновения, удачи и пока.